Краков. Итак, будут розданы такие мешочки. В этих больших мешочках, которые стоят, стоимость его 5 евро. Кто потеряет, тот должен будет 5 евро заплатить. В этом большом мешочке находится маленький мешочек, в котором находится... В большом маленький в 3 евро. С маленького мешочка мы вынимаем наушник, слухавка, наушник, от слова ухо, да, то есть на ухо. То есть этот конец такой большой, плоский, мы не всуваем в ухо, а только на ухо накладываем. Еще раз предупреждаю, не пробуйте, не всуните, поверьте мне. Пробовали, не удалось никому. Не всунем. Вот. И этот маленький вы ложите в большой мешочек. Большое ухо. Потому что маленький стоит 3 евро уже. С большого вынимаете аппаратик такой, да, который вы накладываете на шею. На шею. Мешочки эти два вы ложите так, чтобы потом найти. Ну, женщины знают, куда положить, да, чтобы это. Но я советую Чтоб туда тоже не ложить, унес. а просто у вас есть. Я не могу за тебя ехать, мы уже приехали, там негде стоять. Вот, уже поворотом я вас запускаю. С ума сойти. С ума сойти. Не надо помогать мне. Ложите в сеточки перед вами, да? Не могу Вот. ехать. Сюда ложите и прячете. И уже потом этот острый конец наушника, где он? Где он? Острый. Вы острый конец вы всовываете в дырочку, которая находится на аппарате. Покажи. Что тут за секс-уроки у тебя? Секс-уроки. И прижимаете так, втыкайте так сильно, чтобы так тык было. Да? Между плюсом и минусом находится. Так, секс-уроки еще Между плюсом и продолжаются. минусом находится еще кнопочка, которую нажимаете и держите 3 секунды. Да? Включаете. И когда высветится 0,1, значит включен. Да? И тогда вы уже должны слышать. Не включила, мать Вислы проехали. У тебя с утра сегодня какая-то несостыковка. Не. Ой, солнышко прямо в Интересно, я нос. обратила еще вчера. Да. Да Висучие. какие-то, ага. Елки висучие. От стыда повесили. Да. Мы сейчас доедем до конца, потом через мост пойдем туда, вон, к замку. Ага. Хорошо. Ага. Самое большое количество воды, вплывающее в Балтийское море. Так, я не сказала, это Краков у нас.
Мы идем в замок. Река Висла. И идем в замок. Баржа какая большая. Туристические паромы стали останавливаться здесь в 16-17 году только. Более-менее уже большие есть. Раньше были совсем маленькие только и плыли вверх по реке. Где-то расстояние в 10 километров плыли. Замок Вавел. Там колесо обозрения вдали видно. Очень солнечно и морозно. Где-то плюс 5. Но солнце хорошо пригревает. Даже очень. Но на рукам как-то прохладненько, зябко. Королей здесь не было. Здесь было князья. Здесь под этим замком была пещера. В этой пещере поселился дракон. И дракон поедал людей. Ничего не могли сделать и стали тогда каждую неделю приносить жертвы корову. Аллея звезд. Клаудия. Кардинал. Роман. Полански. Чисто заноси. О, много их тут. Агнешка. Галант. Кристина Янде. На берегу гостиница какая-то. О, дракон. Не знаю, видите ли вы? Вот он. Дракон. Пока молчит.
Успели чуть-чуть. Надо постоять, еще подождать немножко. Говорит, газ кончился. Ждем, ждем, ждем. Что-то он долго думает. Вот оно. Счастье. Дождались. Отлично. Майкл Джексон. Поднимаемся к замку Вавилов. Вроде бы так не тяжело, но все равно не очень-то легко идти. Склон большой. Трава зеленая, листья зеленые и морозно. Даже листья попадали. Вон здесь семена только висят. Это оборонительная стена. Она была соединена с городской оборонительной стеной. Немцы планировали взорвать эти все башни, так же, как и Варшаву, и в Кракове. Но не успели. А запечатки были уже заложены. Поджечь надо было тортил. Но не успели. Город не был разрушен во время Второй мировой войны. И после войны стали отстраивать замок. До сих пор идет стройка, потому что все время где-то что-то разрушается. То здание, то башни где-то рушится. Это центральный вход. Сейчас увидим Королевский дворец. Вот здесь маленькие есть ворота, есть большие ворота. Погода прекрасная. В прошлый раз, когда я была здесь, в прошлом году, здесь не было такой погоды. Было холодно и солнца не было. Идем во двор Королевского замка. Там внизу дракон.
Красиво, солнечно. Погода прелесть. Так и шепчет. Какие стены заросшие. Время у нас мало. Вовнутрь мы опять не заходим. Мы только вот внутренний дворик зайдем. Дворца и замка. Комплекс, соединенный в одну часть. Дворец и усыпальня. Здесь жил главный епископ. Всевозможные службы. Гостиный двор находился здесь. Потом сделали из него казармы. Ой, Розина. Здесь раскопки идут, видите? Раскопки. Покровитель Польши, как сегодня называют, который отсюда вышел на крещение. Алтан Прус. Ну и там тоже. Храм святого Станислава. Да, и сами себя видим, оказывается, даже. Вот они. Вы сами себя видите. Я вас узнала, а себя не вижу. Я говорю, что нас запросили. Ой, я сама себя вижу даже. Я на драконов езжу.
Где-то я тут, вот она. А меня съели. И я-то. Ой, я съела. Нет, Ой, не могу. Мне надо нас не съели, Александра. Ну-ка. Ну ты сама себя снимай. И тебя снимаю. Да? Спасибо. Ну все, улетел, пошли. Все. не успели. Пока вас встречала. Вот так, чуть нас не съели. Некоторых даже съели. Я думаю, надо же, какое подземелье, почему нас туда не спускают? А мы и спустились уже. Да, спустились. Все, нас уже съели. Съели нас всех. Да, Там все уже или нет? да, там иностранцы остались. Воздушный шар вон там. Картина должна, но там не картина, а там картошка. То есть там находится Кафе там болтается. на плане квадрата стулья и не знаю, сколько теперь стоит, потому что в Вильнюсе когда был, по-моему, очень дорого. Чтобы выпить шампана. В Вильнюсе такое стоит до 90 евро. Горячие блюда там бывают даже. На фоне этого В Вильнюсе он поднимался 50 метров высотой. А здесь не знаем. И то же самое я вижу тут тоже. Не могут распуститься уже. И Мелиса, Мелиса. Очень солнечно. Сердце маршалка Кутузова, тоже, который родился недалеко Вильнюса, Привет, привет. тоже находится. Всем привет. Красота за мной там, видите? Очень сзади красиво. Здесь Костюшка похоронен. Сердце Зигмунда Ваза. Юрий Словацкий. Идем во двор замка. Это Королевский дворец, внутренний двор.
Сейчас здесь музей. Выставочные залы. Искусство залы и археологические. Каждая часть дворца принадлежала не королю, а двору, жене и приближенным, и детям. Он весь был поделен на части, дворец. Каждый имел свою спальню. Ну и бегали потом друг к дружке. Ха-ха. Надо же было, чтобы наследники были. Значит, бегали. Но короли всегда имели любовниц, королевы тоже. И они жили тоже во дворце. Любовники, любовницы. Это первая половина 16 века. Там, где темные части мы видим, это настоящие камни, которые были когда-то. В 1945 году только началась отстройка этого замка. Вот там дракон. Вот дракон. Там дракон. Это сливы. А вообще все зло должно уходить с замка наружу. Прощание с отчизной. Полонез Огинского. 2, 3 и раз, 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 2, 3. Отлично. И теперь как желаете. Нет, вы пара не пойдете. Если вы в эту... и чтобы фон был. Понял, хорошо. Идемте сюда. И все-таки мы группа. И поэтому, когда индивидуально приедете, вы не можете танцевать. А когда группа, то все группами. Так, кавалеры берут да. И пойдем так кругом. Полонез пошел. Молодцы. Супер. Молодцы. Супер наша группа. Александра, пожалуйста, вперед. Что вы стоите все? Раз, два, раз, Кого-то снесу. два, три, раз, два. Ой. Сказали, что очень мало, потому что иностранцы не успели все подсоединиться. Ой, ёл. Но стоят вот так. Ну ничего, мы что-нибудь придумаем еще. Вечером О, мы везде будем на старом рынке, да. Когда
Два герба. Старый герб и новый. Хвост был настоящий, кверху, но художник почему-то опустил его вниз. Это старый герб, а вот орел новый герб. Литовский флаг тоже был раньше не такой, где желтый был немножко оттенок коричневым, а потом сделали желтым. Желтое солнце, а зеленое это лес, которого становится в Литве все меньше и меньше. А у поляков флаг бело-красный. Это орел и красное поле. И стало сейчас белая полоса и красная. Красный цвет – это красивый цвет. Красный, красный, красивый. Красный – это очень дорогой цвет был. Его делали из насекомых, и считался он королевским цветом. Знаем, в литовских это тоже есть школа, и польских школа. Это на государственных экзаменах, да, девочки должны иметь нижнее белье красное. Главные ворота замка. Опять там стройка, видите, достраивается тоже. Здесь венчаются егелоны. И потом стали править Польшей. Отсюда именно. Улица Канонична. Здесь, на этой улице, дома относились к разным орденам. Поэтому называется улица Каноников. Где-то 20 и более орденов было в Кракове. Сейчас 7 имеется орденов. Очень красивое здание. Цветочки. Эти здания принадлежали костелу. С левой стороны музей. Папа Римский, вон фотография. Он недалеко Кракова родился. И был краковским епископом. Потом Папа Римским стал. Кафе Зигмунда и Барбары Родион.
Это история Польши. О, какие игрушки, свистушки. Сбежал от вас, да, свистун? Там свист разносится сзади. Вот этот друг очень свистит красиво, но он прячется постоянно. Посвистел и спрятался. Там современные обелиски. Вот Святой Андрей. Вот это самый старый храм. 13 век. Это даже не готика. Романский стиль. А это стиль барокко. Петра и Павла костел. А там национальный костюм, вижу, краковский, играет. Красота какая, карета едет, посмотрите-ка. Да, мы сидят, везут. Młodego dziewczyna, starego majątek, młodego dziewczyna. Надо спешить. У нас 20 минут осталось. Через 20 минут мы должны быть на автобусе, в автобусе. И на рынке мы не задерживаемся, потому что нам ехать в Велички надо. Смотреть соль. Ох, какие красивые лошадки. Прелесть. Это что-то. Какая красота. О! И здороваются даже. Но, hello, чего не здороваешься? Мне вот проезжает на лошадях и то здороваются со мной. Я иду и не слышу. Ох, какие парики у них там. Людей очень много. Очень. Прямо толпы, толпы. И всяких разных. Угу. На всех языках разговаривают. Здесь нужно целый день ходить. Конечно. По пару часов, это когда не первый раз, тогда уже видишь что-то новое, понимаешь? Когда первый раз, ну, мало видишь. Но, видишь, про танцы он совсем забыл, не напомнила бы, не танцевал бы. Ну вот протанцевали там это время. Да, Ну зато удовольствие люди получили. конечно. Зеркальный велосипед. Что-то я отстала от всех опять, как всегда.
Ага, мы к рынку идем. Ратушная башня. Тут голова где-то лежит. Где лежит, там лежит. Не подойти. Но потом вечером увидим эту голову. Мы уже очень опаздываем к автобусу. Все, на этом пока-пока. До новых встреч. А встреча следующая будет в Величках.